Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the... Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим очень красивый, эффектный и вкусный торт. Давайте готовить вместе. Для бисквита нам понадобится 270 мл кефира, плюс 2-2,5 чайные ложки гелевого красителя, 110 грамм сливочного масла, 60 грамм растительного масла без запаха, 2 яйца, 260 грамм сахара, чайная ложка ванильного сахара, чайная ложка уксуса 5 или 6%, можно заменить лимонным соком, 350 грамм муки, 2 чайные ложки разрыхлителя, щепотка соли, чайная ложка какао или 5 грамм. Для начала я разведу краситель в кефире. У меня кефира 270 мл. И буду добавлять туда краситель до интенсивного цвета. Добавляю и размешиваю. Нужно получить хороший красный цвет. Вот так разбавила краситель в кефире. У меня ушло 2,5 чайные ложки. Вы смотрите по своему красителю, по интенсивности цвета. Теперь в миску я насыпаю сахар. Добавляю сюда чайную ложку ванильного сахара. Все пропорции, количество всех ингредиентов я напишу, как всегда, в описании под видео. Не буду сейчас называть все граммовки. Масло у меня лежит при комнатной температуре, оно уже совсем мягкое. Я его отправляю тоже сюда к сахару. Добавлю сюда щепотку соли. И сюда же отправлю масло растительное. У меня масло виноградных косточек. Вы можете взять любое растительное масло без запаха. Это не принципиально. И теперь все это я хорошенько перемешаю миксером до побеления массы. Разбиваю сюда же, вбиваю 2 яйца. Сначала сюда. Смотрю, чтобы в яйцах ничего ненужного не было. И по одному добавляю. И опять миксером продолжаю взбивать. Когда масса стала пышной и белой, вот такой, я добавляю сюда наш покрашенный кефир. Сюда же я наливаю чайную ложку уксуса. У меня из белого вина. Можно любой 5-6% уксус. Или, если не хотите уксус, наливайте лимонный сок. Чайную ложку лимонного сока можно выдавить. И опять хорошенечко перемешиваем. Будьте аккуратнее при смешивании с красителем вот всего этого, потому что очень хорошо брызгает. На очень маленькой скорости делайте. Я вот помогаю себе лопаточкой. Теперь буду вводить частями муку. Сюда же отправлю какао. Буду потихоньку просеивать и вмешивать в тесто это. Пока у меня масса жидкая, я буду вмешивать лопаточкой.
Потом возьму опять миксер. При добавлении последней партии муки я отправляю сюда же 2 чайные ложки разрыхлителя. Все это просеиваю и домешиваю тесто. Долго вымешивать не надо, чтобы тесто ваше не стало резиновым. Все смешалось. Вот в прозрачной миске очень хорошо смотреть, все смешалось или нет. И все, наше тесто готово. Я взяла 2 формы в виде сердца. Кстати, духовку я включила сразу на разогрев на 180 градусов. Тесто делается быстро, поэтому сразу включайте духовку. Немного маслом смазала первую форму. Хотела, чтобы пергамент приклеился, но все равно не приклеится, поэтому ко второй уже не стала делать. Не нужно это. Форма не круглая, видимо, поэтому и бока подняты, не держит. В общем, я на 2 формы разливаю это тесто. Примерно одинаково. Ничего страшного, если одна получится больше, другая меньше. Это не страшно. И вот так потихонечку разравниваю по обеим формам. Тесто надо разровнять по одной обеих форм. Я разровняла лопаточкой по формам теста. И теперь вот шпажкой я от центра к краям вот так немного развожу их. Тесто развожу к краям, чтобы бугорок, даже если он получится, чтобы он был минимальным. В серединке, чтобы бугорка не было. Ну вот так. Теперь нам нужна фольга. Я вот подготовила. И вот прям так фольгой теперь накрою тесто, наши формы. Ничего, что там где-то что-то оторвалось. Не страшно. Вот так накрываю тесто фольгой. И теперь делаю надрезы на фольге. Вот так. И первые минут 25 я буду выпекать коржи под фольгой. Все, отправляю в духовку. Наши сердца двух готовы. Все. Оставляем их остывать. Коржи, видите, прям пружинят. Очень нежные. Доставать их сейчас нельзя. Надо, чтобы они остыли. А за это время можно сделать крем. Для крема я взяла сыр маскарпоне. Отправляю его в миску. Вот эта вода не нужна. Сейчас я ее солью. Жидкость, которая сыворотка в сыре, она не нужна нам для крема. Сейчас я ее отсюда удалю. Слегка размешаю сначала миксером. И теперь потихоньку буду вливать примерно пол-банки сгущенки, 200 грамм сгущенки. И размешивать все вместе. Сыр со сгущенкой смешала. Теперь буду взбивать сливки. Сливки у меня 33% жирностью, 200 мл.
Сливки взбила и теперь буду соединять их с этой массой сырно-сгущенной и потихоньку перемешивать. Вот такой красивый воздушный крем получился. Я его переложу в меньшую форму и уберу для стабилизации в холодильник. На мой взгляд, этот торт очень хорошо сочетается с кислинкой. И я думаю, многие так думают и так считают. Я не стала варить, у меня нет свежей малины, замороженной тоже. В общем, я взяла малиновый джем. И сейчас я его через сито чуть-чуть пропущу, протру, отделю от косточек. И вот это будет нашим наполнителем для торта. Вот так прям буду протирать. Это самое мое нелюбимое дело, протирать что-то через сито. Ну, что поделать. Чуть-чуть помучаюсь. Вот так я буду протирать наш джем. Видите, косточки остаются сверху, а внизу будет чистый, красивый джем. То, что нам и нужно. Ну, конечно, если нет варенья, а наоборот есть ягоды, то можно, конечно же, заменить ягодами. Вернее, сварить из ягод самим конфитюр с добавлением сахара и крахмала. Он быстро очень делается. Можно, если не любите малиновый вкус, заменить другим, тем, который вам нравится. Нам просто малина очень нравится, мы все любим малину. И по цвету она сюда тоже очень подходит. Кстати, вот это семечки вот эти не выбрасывайте, очень вкусно добавить в чай или можете сварить компот. А так, когда чай завариваете, очень придаст хороший вкус. Коржи остыли, уже тепленькие стали. Я аккуратненько отделю ножичком края. Пройдусь. Эти коржи очень мягкие, посмотрите, какие они. С ними сейчас работать будет просто невозможно. Все, я их сейчас кладу в пакеты, плотненько, чтобы прилегали они, и отправляю в холодильник, потому что делать с ними сейчас ничего невозможно и нельзя, они рассыпятся. Такие красивые, прям два бьющихся сердца, сердца двух. Ну, я, как всегда, положила все в холодильник на ночь и на следующий день достала. Теперь коржи наши стали плотнее в холодильнике. Можно вытаскивать их, освобождать от форм. Я низ только оставляла, боковушки снимала. Вот так. Посмотрите, какие они хорошенькие. И теперь уже потверже. Их можно сейчас будет разрезать. Каждый корж я разрежу пополам. И еще от формы, вот тут видно, не знаю, видите, чуть-чуть разные. Я вот это как раз аккуратненько посрезаю боковушки, и они пойдут у меня на крошку, на украшение. Боковинки. Можно оставить так, их практически не будет видно. Это уже по вашему желанию. Видите, какой пористый бисквит. Видно, что он прям влажный, сочный. И этому бисквиту даже не нужна пропитка никакая. Вот так потихонечку я повыравниваю все края. Этого мне будет достаточно для украшения этой крошки, что уйдет с боков. Все, вот так я поубирала края все. Вот теперь они одинаковые, ровненькие. И буду разрезать каждый корж на две части. Вот так я разрезала на 4 части. Видите, какие красивые коржи, пористые, красные, яркие. Это уже красиво смотрится. Теперь нам надо собирать тортик. Достала из холодильника наш крем.
Я еще хочу добавить немножечко ванилина сюда на кончике ножа. Немного его ароматизировать. И слегка его собью, он застывший после холодильника. Посмотрите, какой шикарный крем у нас получился. Он густой, белый, то, что нам и надо для данного торта. Можно его уже покрывать им коржи прямо так, лопаточкой. Но я хочу сегодня выложить крем, чтобы было еще красивее. Поэтому переложу, частями буду перекладывать. У меня вот сколько слоев? 4 коржа. Раз, два, 3 раза. Да? В общем, я разделю на 3 части примерно крем и буду его в мешок наполнять частями. Немного крема я отложу сверху, украсить торт, покрыть сверху. Ну, так, думаю, хватит мне. А остальное разделю на 3 части. Вот я выложила в мешочек. Остальной крем я сразу убрала в холодильник. И буду так каждый раз доставать, остаток убирать в холодильник, чтобы крем не таял у нас раньше времени. И теперь вот так буду выкладывать крем. Кстати, я не сказала несколько важных вещей. Во-первых, все продукты для бисквита должны быть комнатной температуры. А во-вторых, все продукты для крема, наоборот, должны быть из холодильника. Это очень важно. Не ошибайтесь. Потому что крем у вас, сливки могут не сбиться, если они будут теплыми. И еще даже можно положить венчики от миксера тоже в холодильник. Даже в морозилку. Вот так. И теперь между вот этих пирамидок я сделаю немного варенья. Прям ложечкой маленькой чайной или кофейной. Тут уже не страшно, как вот. Любите послаще, делайте побольше джема. Не любите послаще, хотите, чтобы где-то там совсем иногда попадали, сделайте поменьше джема. Это на ваше усмотрение. Крем у нас не очень сладкий, поэтому можно и послаще. Ну, это на любителях, кто как любит. Можно вообще джем не добавлять. Все равно коржи будут очень вкусными и сочными, и пропитанными. Их можно прям так, как пирог есть, даже без крема. Уж очень они сочные. И теперь сверху кладу вот так аккуратненько. Посмотрите, какая красота получается. И, кстати, я сразу выкладываю торт на блюдо, на котором буду подавать. Вот по краям я вам уже говорила, кто смотрит, знает, да, по краям я обрезки пергамента делаю, чтобы они не пачкались края, а потом в конце я их достану оттуда, вытяну. И следующий корж. Ничего не придавливаю, прям так кладу. Вы, наверное, заметили, что крем у меня не классический. Я не тот крем сделала, который обычно делают для этого торта. В этот торт обычно идет крем чиз. Но мне нравится очень этот крем. Он получается на вкус как мороженое пломбир. И еще смотрите, у меня ушло 500 грамм сыра, 200 грамм сливок и сгущенки грамм 200. Чем больше вы будете добавлять сгущенки, тем у вас крем будет жиже. Поэтому смотрите аккуратно, если сгущенку или сахарную пудру, она всегда разжижает крем, сладость. Будьте аккуратны, не переборщите со сладким. Торт в меру сладкий, он не такой жирный, как классический красный бархат. Поэтому смотрите, вы, наверное, заметили, что масла тоже тут меньше в этом рецепте. Мне очень нравится именно этот вариант. Крем я рассчитала очень хорошо. Прямо у меня вот осталось на украшение и все. То есть ничего больше не придется печь,
чтобы использовать крем. Часто бывает. Потом приходится испечь что-нибудь еще, потому что крем остался. Самое время поставить лайк и написать комментарий, конечно же, добрый. Накрываем последним коржом. Отправляю торт в холодильник, хотя бы час ему дам постоять. И украшаю перед подачей. Или вот пока охладится. Видите, он края уже начинают чуть-чуть вниз опускаться. То есть он чуть-чуть просядет. Пока не снимаю вот это. Накрою крышкой и уберу в холодильник. Ну и настал час Х. Наступила заключительная часть марлезонского балета. Осталось только украсить наш торт. Посмотрите, он постоял в холодильнике, ни капельки не изменился. Но зато он за это время пропитался. И что я делаю? Украшать, конечно, может каждый по своему вкусу. Я тоненьким слоем сначала нанесу крем сверху, чтобы вот сейчас я буду размазывать, и крошка будет тянуться по всему, да, с верхнего слоя, с верхнего коржа. Поэтому сначала я его вот так сделаю, размажу по нему тонким слоем крем. А потом, чтобы поверхность была белая, я уже остальную часть крема намажу. Сильно давить не надо, чтобы не продавить нашу красоту. Подобным образом я этот торт еще не собирала. Я просто смазывала коржи кремом. Но сегодня мне захотелось для вас вот так его приготовить. Все, вот так я верхний слой смазала. И я, по-моему, еще не сказала, что коржи пеклись под фольгой. Фольга тоже не дала нам потемнеть. Вернее, не нам, а нашим коржам потемнеть. 25 минут коржи пеклись под фольгой. И еще 20 минут у меня они пеклись без фольги. Теперь сделаю его более белым. Чтобы долго не мучиться и не равнять торт, можно сделать какие-то волны. Ну, вот так можно тоже сделать. Ну, опять-таки, это украшаете, как вам нравится. Это ваше желание. Теперь оставшийся крем я помещу в кондитерский мешок и еще немного украшу. Здесь у меня сердечки есть. Опа. И сюда шарики. Раз. Бумажки все повытаскиваю теперь. Аккуратненько повытягиваю. На сегодня все. Если будут какие-то вопросы, пишите, я с удовольствием отвечу. Я еще раз говорю, что я не профессиональный кулинар. Я показываю вам рецепты, которые я готовлю для своей семьи, которые нравятся моей семье, моим гостям. То, что нравится всем нам, я предлагаю приготовить и вам, а не какие-то там неизвестные рецепты, которые никто не пробовал, и я вам приготовила и сказала: покушайте, попробуйте, это вкусно. Я очень не люблю, когда переводят или выбрасывают продукты. Поэтому, если вы будете следовать всем рекомендациям, у вас получится вот такая же красота.
Ну а я с вами на сегодня хочу попрощаться. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. Так вы помогаете продвигаться моим видео дальше. Если вам лень писать или не хочется писать комментарий, можете поставить тоже любой смайлик. Это тоже будет считаться как комментарий. Вам не сложно, а мне приятно. Ну все, желаю вам всего самого наилучшего. Будьте добрее, будьте счастливы. Пока-пока. Порежем и посмотрим, что внутри этой красоты. Посмотрите на эту нереальную красоту. Он так аппетитно выглядит, так сочно. Прям, ну я не знаю. Я такой торт не знаю даже еще, с каким его сравнить. Очень вкусный, очень красивый. Приготовьте, вам понравится. И именно с этим кремом, не с классическим чизом, а вот именно с этим. Очень вкусно.